Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Здравия всем, здравомыслия. Посылаем из своего сердца каждому сердцу человека на земле свет божественной любви и пожелание мира и добра. В сегодняшнем выпуске у нас агрогороскоп посева семян, помидоров, сладкого и горького перца, а также баклажанов в апреле 2022 года. После детального изучения энергии Солнца, Луны, Венеры мы определили всего лишь два таких благоприятных периода для посева семян вот этих овощных культур в апреле 2022 года. И о них мы сейчас поговорим более детально. Первый период начинается сразу после дней Гекаты, после новолуния, которое произойдет 1 апреля в 9 часов 24 минуты по киевскому и по московскому времени. Время одинаково в апреле уже. Благоприятное время начинается 3 апреля с 10 часов и до конца суток, а также 4 апреля все 24 часа. В первую очередь рассмотрим энергии Солнца, которые сейчас становятся главенствующими в нынешнее время. Даже, кстати, неосознанное проживание в энергиях Солнца, когда просто вы слушаете или читаете, просто слушаешь расклад энергии в это время солнечные энергии, и уже эта энергия начинает работать на нашем подсознании именно к позитиву, к миру и к раскрытию вот этих позитивных энергий, которые нужны уже в новом времени, новой эпохи. Итак, 3 апреля Солнце будет в 14 градусе Овна до 22 часов вечера, а затем перейдет в 15 градус Овна, и там будет находиться до 4 апреля до 22 часов 20 минут. 14 градус Овна управляется Юпитером и Тельцом. Обратите внимание, что и Луна в это время находится также в продуктивном знаке в Тельце. Энергии труженика Тельца, покровительствующего огородникам, садоводам, всем земледельцам, будут помогать в закладке фундамента, причем такого хорошего основательного фундамента урожая овощных растений. Далее, Солнце в 15 градусе Овна. 15 градус – это уникальный градус, это середина знака, это точка выбора дальнейшего жизненного цикла для растений. 15 градус, кстати, астрологи еще сравнивают с полнолунием. Это самая наибольшая энергия в этот период знака. Расшифровка 15 градуса Овна звучит так: проецирование в повседневную жизнь, понимание целостности и свершения, возможность исполнения желания. И еще вот такая расшифровка этого же 15 уникального градуса Овна. Человек имеет перед собой светлый идеал, которому он старается подчинить всю свою жизнь. Эта идея наполняет его жизнь светом и счастьем. Мы с вами земледельцы, и есть те человеки, которые несут ответственность за свою жизнь, за юные души растений, за душу нашей кормилицы, матушки Земли. И мы своими созидательными мыслями, именно созидательными мыслями и действиями наполняем окружающий мир, окружающее пространство светом и счастьем. А если кто-то чем-то другим занят, естественно, наполняет тем противоположным смыслами и энергиями свою реальность. Мы же с вами, земледельцы, мы всегда несем свет, и с помощью света выращиваем прекрасные урожаи. Вот в связи с этим хочу напомнить, что сеять семена нужно только в позитивном настроении. То, что мы думаем, о чем мы думаем, то и реализуется в нашей жизни.
Но, естественно, если мы плохо что-то думаем и в это время заняты посевом, то вот это и реализуется в урожае. Еще раз запомните эту важную мысль и используйте ее постоянно при работе с растениями. И еще несколько слов о солнечном календаре для апреля 2022 года. 3 и 4 апреля – это 14-15 солнечный день первого солнечного месяца, месяца Творца. 14-й солнечный день дает энергии плодородия и изобилия для дел, которые начинаются в это время. 15-й солнечный день связан с почитанием матери-женщины, дающей жизнь человеку. Ну и мать-женщина, она всегда в любой ипостаси, в любой реальности, это тот, кто дает продолжение жизни. Как видим, 3 и 4 апреля 2022 года уникальные 2 дня для закладки основательного фундамента для добротного урожая помидоров, сладкого и горького перца, а также баклажанов. Есть еще один период в апреле, на который нужно обратить внимание при посеве семян овощных растений на рассаду. Сразу же назову чистое продуктивное время для посевов семян. 7 апреля с 19 часов вечера и практически до конца суток, сейчас мы чуть-чуть позже уточним, лучше до 23 часов, и 8 апреля все 24 часа. А остальное время нахождения Луны в знаке Рак не подходит для посевов. Почему? Смотрите, 9 апреля переход Луны из первой во вторую фазу. А 10 апреля Луна без курса с 4 часов 3 минут утра и до 7 часов, до момента перехода Луны в другой знак. Хотя Луна будет находиться в знаке Рак, а это стихия воды, Солнце уравновесит эту стихию, находясь в 18 и 19 градусе Овна, а это градус стихии огня. Чем же хорош вот этот период вечера 7 апреля с 19 часов и до 23 часов 28 минут, но лучше до 23 часов. В это время Солнце будет находиться в 18 королевском градусе Овна. Королевский 18 градус Овна обладает очень мощной такой положительной, созидательной энергией и символизирует успешное начинание. Прекрасно! Посев или замачивание семян вечером с 19 часов до 23 часов 7 апреля – это уникальное время для закладки фундамента добротного урожая. С 23 часов 28 минут 7 апреля 2022 года Солнце уже будет переходить в 19 градус Овна и будет там находиться до 23 часов 53 минут уже 8 апреля. Давайте познакомимся с расшифровкой уже 19 градуса. Это женский светлый градус богатства. Еще раз повторю, это светлый женский градус богатства. А наш урожай и есть богатство, это питание. А также такая еще расшифровка есть, это способность трансформировать повседневную жизнь творческим смыслом. Прекрасно. 7 и 8 апреля это, соответственно, 18 и 19 солнечный день первого солнечного месяца, месяца Творца. 18-й солнечный день – это время радости и благодарения. В радости сеем и благодарим землю, семена, всех помощников за хороший урожай. 19-й солнечный день – день посвящен предкам, семье, которые с нами находятся и помогают нам в наших трудах на земле. Поэтому настраиваем себя в эти дни на позитив и в полную меру используем благоприятные, продуктивные энергии для посевов семян томатов, перца, баклажанов на рассаду. Или же замачиваете в это время. Но я не сторонник замачивания, но если у вас вам так хочется, делайте. Но вот именно в эти периоды используйте для замачивания.
Больше таких уникальных дней для вершков, то есть растений, которые дадут урожай над землей, в апреле 2022 года нет. Пересмотрела, взвесила все за и нет, все здесь не подходит, больше вот таких дней нету, времени такого нету. Надеемся, что эта информация для вас была полезной. Ну и на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Мира и добра вам желаем многократно. Удачных посевов, дружных всходов и добротного урожая овощей вам в 2022 году желают авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!